Добрый день! С вами Наталья Рожнова, и вы на канале Натали Той Джой. В этом видео я покажу и расскажу, как связать крючком вот такую свинку Пеппу. Рост ее 15 сантиметров. Вяжется она очень просто и быстро, вы в этом обязательно убедитесь. Сегодня мы только начнем, подготовим все необходимые материалы и инструменты и свяжем голову. А в следующих видео закончим свинку Пеппу и свяжем Джорджа, маму свин и папу свин. Итак, начнем. Для того, чтобы связать свинку Пеппу, нам понадобится пряжа трех цветов: розовая, красная и черная. Я использую пряжу Yarn Art Ideal. Метраж ее 50 грамм на 170 метров, это 100% хлопок. Розовый цвет номер 229 для головы. Красный цвет номер 237 для платья и черный цвет номер 221 для ножек. Для этой пряжи идеально подходит крючок 2 мм. Еще нам понадобятся глазки винтовые на безопасном креплении. Диаметр их 8 мм. Также потребуется фетр двух цветов, розовый и белый, для глаз, щечек и ноздрей. Чтобы их приклеить к игрушке, я использую клей Момент Кристалл прозрачный клей. Не забудьте подготовить иглу с широким ушком для сшивания деталей игрушки, шило, ножницы и набор английских булавок. Еще у меня есть такая палочка, которой я набиваю игрушку наполнителем. В роли наполнителя у меня выступает синтепух. Вы можете использовать любой другой, какой вам нравится. И в обязательном порядке я использую нить контрастного цвета как маркер, для того, чтобы не запутаться в подсчете петель и не пропустить начало следующего ряда, так как практически все детали игрушки мы будем вязать по спирали непрерывными рядами. Итак, приступим к вязанию. Начнем вязать голову свинки Пеппы. Первый ряд 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Обратите внимание, как я делаю кольцо, не снимая с пальца, мне так удобно. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваю кольцо и прокладываю нить контрастного цвета. Второй ряд 6 прибавок, то есть в каждую петлю предыдущего ряда делаем по 2 столбика без накида. Третий ряд 12 столбиков без накида за заднюю стенку петли. Теперь вяжем 5 рядов по 12 столбиков без накида в каждом ряду. Итак, мы связали 8 рядов. Теперь
Теперь 9 ряд. 6 прибавок и 6 столбиков без накида. Десятый ряд. 1 столбик без накида, 1 прибавка 6 раз и 6 столбиков без накида. Одиннадцатый ряд. 2 столбика без накида, 1 прибавка 6 раз, 6 столбиков без накида. Двенадцатый ряд. 3 столбика без накида, 1 прибавка 6 раз, 6 столбиков без накида. Теперь вяжем 6 рядов по 36 столбиков без накида в каждом ряду.
Итак, мы связали 18 рядов. Теперь приостановимся, и я вам покажу картонную деталь, которую я вырезала. Она нам необходима для того, чтобы вставить в пятачок, чтобы после набивания наполнителем он не выпирал. Как я его сделала? Я приложила пятачком к картонному листу, обвела карандашом и вырезала ножницами. У меня деталь получилась в диаметре 15 мм. Еще сразу я вырезала точно такого же размера кружочки из белого фетра. Я сделала в центре каждого кружочка отверстие шилом, затем расширила эти отверстия палочкой, и теперь можно вставлять глазки. Один, второй. Вот такие будущие глазки свинки Пеппы у нас получились. Еще я вырезала точно такого же размера 2 кружочка из розового фетра. Это будущие щечки свинки Пеппы. Ну и чтобы не возиться с фетром в дальнейшем, заодно я вырезала 2 совсем маленьких кружочка из розового фетра. Это ноздри для будущей свинки Пеппы. Диаметр их примерно 1-2 мм. Теперь мы вставляем картонный кружочек в пятачок и набиваем наполнителем. Набиваем пока только пятачок. Вот я набила пятачок наполнителем. Набивать нужно очень плотно, чтобы пятачок был твердым на ощупь. Теперь пришло время вставлять глазки. Мы приблизительно наметим, где у нас проходит верх головы. Он проходит на уровне от последней провязанной петли к центру пятачка. Делаем небольшие отверстия между петлями. С одной стороны головы, вот я уже наметила, и с другой стороны от пятачка. Теперь можно вставлять в отверстие глазки. Вот один глазик я вставила и второй. Можно закреплять. В итоге я вставила глазки между 12 и 13 рядами головы. Продолжаем вязание. Мы остановились на 18 ряду. 19 ряд, 4 столбика без накида, 1 убавка 6 раз. Двадцатый ряд, 3 столбика без накида, 1 убавка 6 раз.
21 ряд. 2 столбика без накида, 1 убавка 6 раз. Двадцать второй ряд. 1 столбик без накида, 1 убавка 6 раз. Закончили 22 ряд. Сейчас будем набивать голову наполнителем. Набивать надо очень плотно, так же как и пятачок, чтобы она на ощупь была твердой. Набили голову наполнителем. Вот она у нас такая получилась, плотненькая. Теперь продолжим вязание. Вяжем 23 ряд, 6 убавок. Вязание закончили. Теперь обрезаем нить, оставляя небольшой кончик. Вытаскиваем ниточку. У нас, как вы видите, осталось отверстие из 6 петель. Теперь мы его с вами затянем. Для этого ставим хвостик в иглу. И будем закрывать отверстие. Захватываем одну петельку, стягиваем, захватываем вторую петельку, стягиваем. И так до конца, пока отверстие не закроется полностью. Все, отверстия нет. Теперь можно закреплять и прятать нитку. Как мы это делаем? Мы сначала сделаем с вами узелочек. И теперь запутаем нить в наполнителе. Для этого ставим иглу внутрь игрушки, высунем с противоположной стороны. И так несколько раз.
Сильно нить не затягивайте, чтобы не образовывалось у нас утяжек. Все, можно обрезать нить, слегка ее натянув. Вот как получилось. Теперь можно вытащить контрастную нить, цепляя ее кончиком крючка. Просто потянув за нее, вытянуть не получится, поэтому действуем таким образом. Вот голова у нас связана. Посмотрите, какая она получилась. Теперь свяжем ушки для свинки Пеппы. Первый ряд 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Затягиваю кольцо. Здесь я уже не использую нить контрастного цвета, потому что деталь очень маленькая и нить нам будет просто мешаться. Второй ряд 1 столбик без накида, 1 прибавка 3 раза. Закончили второй ряд, у нас получилось 9 петель. Теперь вяжем 4 ряда по 9 столбиков без накида или 36 столбиков без накида подряд. Все, закончили. Обрезаем нить, оставляя кончик для пришивания ушка к голове. Вытягиваем нить. Первую ниточку первоначальную прячем в ушке. И вот так у нас получилось такое ушко. Вяжем второе ушко. Я его уже подготовила заранее, связала. Вот посмотрите, у нас 2 ушка. Теперь мы ушки пришьем к голове. Сначала с помощью английских булавок приколем их. На таком расстоянии, чтобы нам понравилось. Так, проверим. Так, мне кажется, я далековато их прицепила. Поближе переставлю я. Вот так лучше. Проверяем на симметричность относительно глазок, пятачка.
Все хорошо. Можно пришивать. Вставляем нить в иглу. И пришиваем. Чтобы пришить ушко, необходимо действовать таким образом. Захватываем одну петлю головы и одну петлю ушка. Затягиваем. Опять захватываем одну петлю головы и одну петлю ушка. И так действуем до конца. Надеюсь, вам видно. Все понятно. Процесс этот не очень сложный. Главное стараться не пропускать петли и хорошо затягивать. Тогда шва не будет видно. Все, одно ушко мы пришили, но пока нить не закрепляем и не обрезаем, потому что нам нужно убедиться, что два ушка правильно и ровно пришиты. Пришиваем второе ухо. Так, второе ушко пришили. Смотрим, все ли нас устраивает. Так, справа, слева, сзади. Да, все хорошо. Можно ниточки закреплять и прятать внутри игрушки.
Все, ушки пришиты. Голова почти готова. Теперь вышьем ротик для свинки Пеппы. Возьмем английскую булавку, наметим, где у нас ротик будет располагаться. Отсчитаем от пятачка 1, 2, 3 ряда и вставляем английскую булавку в отверстие между петлями, между третьим и четвертыми рядами. Теперь отсчитываем по ряду вправо от булавочки 5 отверстий. 1, 2, 3, 4, 5. Вставляем булавочку. И влево 5 отверстий. 1, 2, 3, 4, 5. Вставляем третью булавочку. Вот мы наметили, где у нас будет располагаться ротик. Вставляем красную пряжу в иглу и вводим иглу вниз головы, а выводим ее в четвертом отверстии. Хвостик оставляем снаружи. Теперь английскую булавку мы убираем и вводим иглу с пряжей в пятое отверстие, а выводим в третьем. Нить сильно не затягиваем, чтобы не перекосила игрушку. Теперь вводим иглу в четвертое отверстие, а выводим во втором. И так делаем до конца, до третьей булавки. И теперь выводим иглу там же, где у нас хвостик. Так, теперь ниточки друг с другом связываем двумя узелками. Вот так у нас получилось. За эти хвостики не переживайте, они у нас не будут видны. На это место мы будем пришивать тело свинки Пеппы. Вот такой ротик у нас получился. Теперь приклеим щечки и ноздри. Возьмем подготовленные кружочки из фетра, которые мы вырезали заранее, намажем их клеем. И приклеим. Так, одна щечка готова. То же самое делаем со второй. Так, смотрим, на каком уровне приклеивать. Теперь приклеиваем ноздри. Они у нас очень маленькие, поэтому надо аккуратнее быть с клеем.
Все. Теперь надо обязательно дождаться, пока высохнет клей, чтобы детальки у нас не отклеились и не сместились. Вот такая голова свинки Пеппы у нас получилась. В следующем видео я покажу, как вязать тело. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, и делитесь моим видео в социальных сетях. Вяжите с удовольствием. До новых встреч!